Сколько лет я в российской политике, перед каждыми выборами появляется одна и та же дискуссия. Часть политиков говорит, что нужно попробовать выступить против власти, и тогда можно чего-нибудь добиться, а вторая часть говорит, что ничего все равно не получится, поэтому лучше даже и не пытаться. Я все 12 лет всегда считал так: назвался груздем — полезай в кузов. Назвался оппозиционным политиком — пытайся использовать любой шанс на политические изменения. Стоит урна, кидаешь в нее бюллетень и других призываешь. А там уже смотришь, что в итоге получается. Но сначала нужно бюллетень закинуть. Иногда в оппозиции возникает консенсус, что хорошо бы сделать так. Так было в 2019 году, например, на выборах в Мосгордуму. Или так было в 2011, еще до того, как я в политику пришел, на выборах в Госдуму. И когда все вдруг решают так сделать, закинуть бюллетень, а потом посмотреть, что получится, то получается всегда что-то необычное. Иногда я остаюсь в меньшинстве или даже в одиночестве. А все остальные хором рассказывают, что рыпаться бесполезно и Путин все равно легко победит. Тогда Путин легко побеждает. На этих выборах, помня опыт прошлых 11 лет, я навязал дискуссию еще в сентябре, и мы проехали вопрос, а надо ли вообще участвовать. Пошла совершенно неожиданная волна. Все ее видели. Компании сперва Дунцовой, а потом Бориса Надеждина продемонстрировали: россияне хотят перемен и готовы противостоять Путину. Очереди за Надеждина и отсутствие очередей за Путина показали, что за кандидата мир – реальные люди, а за кандидата война, если кто и будет, то подневольные. Те, кого заставили голосовать. Кандидатов сняли. Заряд в обществе остался. Он переключился на Дованкова, кандидата, который открыто говорит, что он за мир. Традиционный уже взрывной рост интересов в поисковиках, быстрый рост рейтинга, выход на второе место. Так мы входим в финальную неделю, когда россияне вполне могут решить, что прокатят пожилого автократа, олицетворяющего войну, и проголосуют за молодого бюрократа, олицетворяющего мир. У нас, политически активного либерального меньшинства, есть очень простая и понятная программа действий для всех на этой неделе. Убедите своих знакомых и родственников проголосовать за Дованкова. Это не на митинг выйти, не что-то сложное устроить, а просто предложить маме, бабушке, тете или коллеге, просто ткнуть галочку в разрешенного другого кандидата. Это не страшно и не опасно. Кандидат везде одобрен, никакой крамолы не вещает, просто выступает за мир. Кто-то скажет, что это сейчас и это крамола, но сложно все-таки протянуть. За его поддержку в автозак не уведут и вообще ничего голосующему не сделают. Дованков вообще вице-спикер Госдумы, нечего тут бояться. Он не оппозиционер, он системный. И это для нашей агитации вообще большой плюс. Потому что никто не испугается голосовать за системного заместителя председателя Госдумы. Он не страшный. А еще он молодой, в отличие от остальных. А также явно и очень скучно говорит, что он за мир и нормальную жизнь. При этом голоса за него будут считаться голосами за мир. Их так воспримут вообще все, и граждане, и элиты, и мировое сообщество. А если он наберет мало, это ничего означать не будет. Ведь все же знают, что Путин цифры на выборах рисует. Ситуация для нас совершенно беспроигрышная. Мы ничего не можем проиграть, можем только выиграть, и это нам ничего не стоит. Чем же в это время занимается старая оппозиция? В лучшем случае сидит, молчит или зовет на митинг на избирательных участках. В 12 часов в воскресенье прийти. Это хорошая идея, я поддержу. Только для убеждения нейтральных людей она не годится. Но это в лучшем случае. В худшем случае люди сходных с нами взглядов спорят со мной и доказывают, что все безнадежно, что ничего не получится, и как мне вообще в голову могло прийти, что нас много и мы чего-то там можем. Вчера в эфире «Дождя» Михаил Фишман выдал прям квинтэссенцию этого всего в своей авторской передаче. Это важно. «Дождь» смотрит больше, чем меня. Огромное количество людей, послушав Фишмана, не пойдут голосовать против Путина и, главное, не станут убеждать других. Потому что если шансов все равно нет, то зачем напрягаться? Зачем кого-то пытаться убеждать, если все равно ничего не получится? Многие откажутся. Поэтому сегодня я хочу вместе с вами посмотреть это выступление на «Дожде» и разобрать его по кусочкам. Для начала посмотрим фрагмент программы. Но вернемся к наиболее близкому к Надеждину Дованкову, за которого, например, уже агитирует Максим Кац. Давайте голосовать за него, как за наименее неприятного кандидата, и снижать таким образом количество голосов, которые получит Путин.
чтобы разломать, как говорит Кац, иллюзию, что Путин абсолютно безальтернативен. Это логика изобретенного Навальным умного голосования. Неважно кто, пусть это статист, технический кандидат. Важно, что это удар по кандидату от власти. И если за него проголосуют очень много людей, представьте себе, у ноунейма Дованкова 30, да хотя бы 20%, то, конечно, всем будет очевидно, что это победа антипутинского и антивоенного протеста, выраженная при этом абсолютно легально на путинских же президентских выборах. Но замечательно же! Прекрасно же! Конкретно в этом фрагменте, на мой взгляд, Михаил выступил совершенно безупречно. Ведь все именно так и есть. Дованков самый перспективный кандидат для протеста. Кроме того, он стартует сразу же сейчас со второго места. А смысл умного голосования, который, как говорит Фишман, придумал Алексей Навальный, именно в том и состоит. Посмотреть, у кого из карманных оппозиционеров самый высокий рейтинг на старте, и вложиться именно в него. Без учета мнения самого кандидата. Хочет он, чтобы мы за него агитировали, или не хочет, это не важно, мы его не спрашиваем. Дованков отыгрывает роль молодого антивоенного кандидата. Перекраситься за оставшуюся неделю он уже не сможет. Молодым он быть точно не перестанет. А это, между прочим, очень важно для многих российских избирателей. Мы сильно недооцениваем, насколько это существенно для людей не из нашего либерального пузыря. В теории, испугавшись излишней поддержки, Дованков, конечно, может начать зиговать с двух рук. Но это не имеет никакого значения. Мы уже определили роль этого кандидата. Мы определили, а не он. Любой голос за него будет однозначно восприниматься как антивоенный, как бы он там ни плясал. Ведущий «Дождя» совершенно верно заметил, что процент голосов за Дованкова имеет значение. 20% против войны уже отлично. 30% просто великолепно. Увести Путина на второй тур – это, считай, победа. Когда говоришь про второй тур, любой оппозиционер за сердце хватается и начинает рассказывать, что такого прям точно быть никак не может. И да, шансов правда немного. Но шансы нужно увеличивать. С каждым голосом за Дованкова их будет больше. Вообще, надо меньше беспокоиться о том, на что мы повлиять не можем. Сколько голосов фальсификаторы добросят за Путина. То, что мы можем, это набросать своих голосов против войны. Задача максимум – столько их туда набросать, чтобы перекрыть все возможные фальсификации. В общем, если бы особое мнение Михаила Фишмана закончилось на 4-й минуте 54-й секунде передачи, это был бы отличный мотивирующий ролик, и все бы в нем было верно. Однако, к сожалению, Михаил не поставил на этом точку. Он сказал очень правильные слова, после чего поставил запятую и зачем-то продолжил. Но... Проблема в том, что такого результата с Дованковым добиться, к сожалению, невозможно. Умное голосование работает не всегда. Оно эффективно, когда есть тренд, уже идущая волна, которую можно разгонять, к которой можно присоединяться. Как это было на выборах 2011 года, например. «Единая Россия» падала, поэтому сработал призыв Навального голосовать против партии жуликов и воров. Или как это только что было с Надеждиным, потому что он действительно оказался принят очень широкой аудиторией как легальная возможность проголосовать конкретно против войны. А Дованков не принят. Нет этого консенсуса. И его невозможно добиться. Сколько ни призывай голосовать за Дованкова, он покажет результат в определенных Кремлем пределах. Это заранее проигранная партия. Ну вот, начинается как обычно. Невозможно, заранее проигранная партия. Михаил, заранее проигранной партии бывает только тогда, когда ты заранее в ней сдался. Попробуем разобрать представленные аргументы. Михаил говорит, что в 2011 году была волна, которую оппозиция сумела оседлать, а сейчас такой волны нет. В действительности это совсем не так. Волна оппозиции была создана, а не оседлана. Никто, прям буквально никто в российской оппозиции в 2011 году не фиксировал падение рейтинга «Единой России». Никто не ожидал, что сытый московский средний класс сначала пойдет голосовать против партии власти, а затем массово выйдет на улицы из-за несогласия с результатами выборов в Госдуму. Правда в том, что самые крупные протестные митинги в истории путинской России оказались полной неожиданностью и для властей, и для самих оппозиционеров. Любой массовый протест легко объяснить, когда он уже случился. Можно выделить объективные предпосылки задним числом. Например, представьте, что сейчас случился массовый протест. Очень легко мы задним числом выявим к нему все предпосылки.
Однако здесь и сейчас невозможно предсказать наверняка, от чего граждане активизируются завтра, а что проглотят и перетерпят. Никто не знал заранее, что вбросы на парламентских выборах в 2011-м вдруг так взбудоражат людей. Накануне тех выборов была совершенно стандартная для оппозиции дискуссия. Надо ли вообще принимать участие в самой процедуре или не надо ли? Тогда, в 2011 году, дебатировали между собой Алексей Навальный и Борис Немцов. Навальный призывал голосовать против «Единой России». Немцов предлагал так называемую стратегию «нах-нах», которая сводилась к порче бюллетеней. Более того, по его задумке, должно было вырасти целое общественное движение «нах-нах против всех». Его задачей была одержать на выборах в Госдуму чисто символическую победу. На думских выборах движение будет вести кампанию под лозунгом «Голосуй против всех». Участники организации призывают граждан приходить на избирательные участки, но перечеркивать бюллетени. По словам организаторов, главная задача – добиться на выборах 7%. Это проходной барьер для условной партии против всех. А следовать этому призыву будут сторонники незарегистрированных партий, те, кто не ходит на выборы или считает их фарсом. Алексей Навальный же тогда, напротив, предложил людям инструкцию, которая очень быстро разошлась среди граждан. Причем далеко за пределы его аудитории. Тогда у него был блог в ЖЖ. Он предложил очень простой рецепт. Голосуй против партии жуликов и воров. Избиратели в 2011 году массово пришли на выборы, чтобы прокатить на них «Единую Россию». Люди ведь знали, как они проголосовали на самом деле, и потому пошли потом отстаивать свое волеизъявление. Полной победы протест не одержал, но усложнил жизнь депутатам из «Единой России». Далее Михаил Фишман констатирует якобы самый очевидный факт. Бориса Надеждина граждане страны приняли как антивоенного кандидата, а вот Владислава Дованкова не приняли. При этом, если вы смотрели наш канал 1,5 месяца тому назад, то прекрасно помните, что никакого заведомого консенсуса вокруг фигуры Надеждина не было. Прежде чем сотни тысяч россиян по всей России выстроились в очереди, чтобы оставить подписи за Надеждина, была очень острая дискуссия. Сколько говорили о том, что человек он не идеальный, что недостаточно оппозиционный, не в тех выражениях требует прекратить войну, допущен до выборов как системный либерал, когда-то дружил с Кириенко. И вообще его никто в стране не знает. Как он сможет всего за неделю собрать 100 тысяч подписей? Вы чего? Какие 100 тысяч подписей за неделю? Это проигранная заранее партия. Да если бы даже за месяц назад все равно бы ничего не получилось. Но потом сначала я вышел с однозначным заявлением, потом все остальные вышли с ним, потом стало совершенно не модно все вот это говорить, что я перечислил сейчас. И в итоге собрали не 100, а 250 тысяч. И не за месяц, а за неделю с небольшим. И подпись за Надеждина – это ведь не голос за Дованкова. Это не галочка на анонимном бюллетене в избирательной кабинке, что абсолютно безопасно сможет сделать кто угодно, включая бюджетников и даже силовиков. Подпись за Надеждина – это оставить на листах паспортные данные, на что далеко не каждый пойдет, и адрес свой. И ничего, даже в сверхнеблагоприятных условиях мы таких подписей собрали 250 тысяч от необходимых 100. А уж накидать бюллетеней за официального кандидата будет гораздо легче, если только не убеждать себя и окружающих, что это невозможно, блядь. Вот путинская система, согласно косвенным данным, считает, что такой вариант вполне даже возможен. В прокремлевском телеграм-канале вчера опубликовали материал. Дескать, Владислава Дованкова некие неназванные люди в штатском призывают публично откреститься от иноагента Максима Каца. Инсайды на то и инсайды, что их нельзя проверить. Но если это правда, то люди в Кремле и на Старой площади поднапряглись уже сейчас. А у нас с вами впереди еще целая неделя агитации. Именно та ключевая неделя, когда большинство россиян будут принимать решения, идти ли на выборы и как на них голосовать. И не прокатить ли на них Путина. Давайте проведем мысленный эксперимент. Допустим, инсайд правдив, и администрация президента действительно беспокоится, что мы нанесем системе урон, используя инструменты самой системы. И как накидаем за Дованкова, так и непонятно, что делать. Что в таком случае следовало бы сделать предвыборному штабу Владимира Путина? Нарастить агитацию за действующего президента? Так ее уже наращивать некуда. Гораздо эффективнее штабу Путина было бы демотивировать своих оппонентов. Сделать так, чтобы они сами сочли свои инициативы вздорными, а усилия тщетными. Чтобы мы даже не попробовали вдарить своими голосами по Путину.
А потом приняли озвученный ЦИКом результат просто как должное. А что, мы же не ходили, понятно, что проиграли. Разумеется, я не имею в виду, что администрация президента купила Михаила Фишмана. Это не так. Просто сейчас разыгрывается довольно сложная партия и сложный ее этап. На этом этапе легко ненароком подыграть оппоненту. Не увидеть потенциально удачной комбинации, зевнуть, сделать неверный ход, зазря пожертвовать важной фигурой. И тем самым поволонтерить в штабе Путина. Без оплаты, конечно. Я же предлагаю, давайте сыграем с прицелом на победу. Да, конечно, есть некоторое удовольствие в том, чтобы быть тем, кто заявит: вот я же говорил, что ничего не получится, вот ничего и не получилось. Но давайте мы все же попробуем ощутить удовольствие и драйв от самой игры. А там, может, и получится чего. Российская оппозиция уже прошла дискуссию о том, нужно ли вообще посещать избирательные участки на предстоящем электоральном мероприятии. Это уже огромный успех. Почти все значимые спикеры из антипутинского лагеря дали консолидированный ответ: да, приходить нужно. Теперь в оппозиционной среде конкурируют два мнения. Они не противоречат друг другу, просто имеют разную степень конкретизации. Позиция первая. Люди должны прийти на участок и действовать там по своему усмотрению. Главное, чтобы за Путина не голосовали. И прийти в 12 часов в воскресенье. Вторая позиция. Люди должны прийти на участок и отдать свой голос за конкретного антивоенного кандидата Владислава Дованкова. И тоже желательно в 12 часов в воскресенье. Я отстаиваю вторую стратегию, как наиболее конкретную и простую для продвижения среди десятков миллионов россиян, которые хотят покончить с войной, хотят обезопасить себя и близких от новой мобилизации, вернуть домой тех, кого уже угнали на фронт, начать, наконец, строить планы на будущее. Это десятки миллионов граждан России. Они не являются аудиторией либеральных YouTube-каналов. Они не следят за дискуссиями в оппозиции. Тем не менее, все эти люди могут прислушаться к простому призыву. Мама, папа, бабушка, дедушка, проголосуйте вон за того молодого из телевизора. Он против войны. Я руководил многими избирательными штабами, и некоторыми даже успешно, несмотря на все безумие системы, с которой мы имели дело. И когда работаешь в таком штабе, особенно в самом финале кампании, полезно представить перед собой как бы весы и прикидывать, на какую их чашу твое действие добавляет веса. Начальник штаба всегда держит такие весы в голове, когда планирует агитацию, особенно в конце. Наш с вами штаб работает на то, чтобы Путин проиграл или ослаб, чтобы вынужден был прибегнуть к грубым фальсификациям, потому что в урнах не хватает голосов для его победы. Что для этого нужно? Чтобы в урнах становилось меньше бюллетеней за Путина и больше других бюллетеней. И намного проще убедить нейтрального человека проголосовать за определенного кандидата, чем, например, убедить его испортить бюллетень. Людям, которые в политику не вовлечены, слабо понятна разница между бойкотом, неприходом на участок и бросанием испорченного бюллетеня в урну. Поэтому нам надо определить кандидата, за которого проще всего агитировать. И это сейчас, очевидно, Дованков. Он молодой, не страшный, не окрашен в цвета клоунов и людоедов. Он явно артикулирует альтернативную Путину позицию, и по социологии видно, что антивоенно настроенные россияне собираются голосовать за него. Дованков – основной оппонент Путина, потому что он кандидат за мир, когда все остальные, включая Путина, кандидаты за войну. Соответственно, любое действие, критикующее Дованкова и уменьшающее количество голосов за него – это помощь Путину. Любое действие, демотивирующее людей агитировать за Дованкова – это помощь Путину. С другой стороны, если вы убедите сторонника Путина, что у него и так победа в кармане, и потому можно, например, на дачу съездить, вот это камешек на нашу чашу весов. Понятное дело, что если вы убедили кого-то проголосовать за Дованкова, если он идти не собирался, или тем более, если он собирался голосовать за Путина, это прям большой камень на нашу чашу весов. На чаше наших оппонентов очень много всего находится. Но сдаваться мы не должны. Не получится ничего? Ничего, потом еще раз попробуем. И еще раз, и еще раз. И так пока не выиграем. Но мы всегда обязаны пытаться. И мы должны быть умными, не волонтерить на Путина. И подсказывать другим тоже так не делать. Если удастся довести рейтинг антивоенного кандидата до двузначного числа, если какая-нибудь социологическая служба этот рост зафиксирует, то дальше раскрутить его рейтинг будет намного проще. При преодолении психологической отметки в 10% миллионы россиян увидят в таком кандидате подходящий инструмент, чтобы бахнуть по Путину. Потому что будет понятно, что это уже серьезная история, что это не статист.
Выбьем мы Путина или не выбьем из президентского кресла, я не знаю. Но попробовать мы обязаны. И не потом, а сейчас. Важная информация в конце. До 11 марта на сайте Госуслуги вы можете написать заявление, чтобы проголосовать на избирательном участке по месту фактического нахождения. Например, если вы прописаны в Самаре, а в действительности живете в Санкт-Петербурге, то можно подать, чтобы голосовать в Санкт-Петербурге. А если вдруг какой-то работодатель заставил вас написать заявление на дистанционное электронное голосование, то до 11 числа вы можете отозвать заявление, и никто об этом не узнает. Тогда проголосуйте очно. Ну вот, сдаваться не надо. До завтра.